Представьте, ваша столица с населением в 10 миллионов человек неумолимо уходит под воду на 25 сантиметров в год. Что вы сделаете? Вы бросите ее и начнете строить новый город с нуля прямо посреди непроходимых джунглей. А теперь представьте добычу нефти в месте, где море замерзает на 5 месяцев в году, температура падает до минус 40 градусов, а в недрах таится смертельный ядовитый газ. Адская стройка за 50 миллиардов долларов. Или страну, находящуюся под жесткими санкциями и изолированную от мира, которая прямо сейчас строит инфраструктуру, способную лишить воды соседние государства. Человечество больше не адаптируется к условиям, оно перекраивает планету под себя. От побега из тонущих мегаполисов до возведения искусственных островов в океане и баз в открытом космосе. Сегодня мы покажем 5 безумных мегапроектов, которые доказывают, для нас больше не существует слова «невозможно». Начнем с Индонезии. Ее нынешняя столица, Джакарта, тонет. Город опускается под воду с пугающей скоростью – до 25 сантиметров в год. 10 миллионов человек рискуют остаться без дома из-за повышения уровня моря и выкачивания грунтовых вод. Власти приняли беспрецедентное решение – перенести столицу на 1000 километров, прямо в сердце джунглей острова Борнео. Новый город Нусантара должен стать экологическим чудом. 70% его территории составит лес, а весь транспорт будет на 100% электрическим. Здание проектируется в форме мифической птицы Гаруды, национального символа Индонезии. К 2026 году сюда уже начали переезжать тысячи госслужащих, а частные инвестиции превысили 4 миллиарда долларов. Архитекторы используют возвышенные здания и сложный дренаж, чтобы интегрировать город в экосистему, не уничтожая ее. Но готовы ли вы переехать в джунгли, где обезьяны могут наблюдать, как вы идете на работу в министерство? Пока Индонезия строит в джунглях, Китай побеждает океан. Представьте себе мост длиной 55 километров, который соединяет 3 огромных мегаполиса – Гонконг, Чжухай и Макао. Раньше путь занимал 4 часа, теперь около 40 минут. Но построить обычный мост было нельзя. Это один из самых оживленных судоходных маршрутов в мире. Решение – опустить часть дороги прямо под воду. Инженеры создали 33 гигантские секции, прямоугольные бетонные коробки весом до 80 тысяч тонн каждая. Для сравнения, это вес тяжелого авианосца. Их аккуратно опускали на дно моря, соединяя в единый подводный туннель. Чтобы соединить мост и туннель, китайцам пришлось намыть прямо посреди моря 2 искусственных острова площадью по 100 тысяч квадратных метров каждый. Этот регион – зона разрушительных тайфунов и землетрясений. Мост обошелся почти в 19 миллиардов долларов, но он спроектирован так, чтобы прослужить 120 лет. Конструкция способна выдержать землетрясение в 8 баллов и даже прямой удар нефтяного танкера весом в 300 тысяч тонн. Это символ новой эры, где океан больше не преграда. Если океан кажется вам сложным, попробуйте поработать в замерзающем аду. Добро пожаловать в Казахстан, на месторождение Кашаган, одно из крупнейших нефтяных открытий 21 века. Здесь скрывается более 30 миллиардов баррелей нефти, но добраться до них оказалось настоящим кошмаром. Мелководье Северного Каспия замерзает на 5 месяцев в году, а температура падает до минус 40 градусов. Использовать обычные буровые платформы во льдах было невозможно. Инженерам пришлось создавать искусственные острова из камня и бетона, чтобы разместить на них заводы. Но холод был не самым страшным. Нефть находится на глубине более 4000 метров, под сверхвысоким давлением и содержит смертельно опасную концентрацию токсичного сероводорода.
Все оборудование пришлось делать из специальных антикоррозийных сплавов и устанавливать сложнейшие системы безопасности. Из-за этих невероятных условий стоимость проекта взлетела до небес, превысив $50 миллиардов. Кашаган стал одним из самых дорогих и экстремальных энергетических проектов в истории человечества. От ледяного Каспия перенесемся в раскаленные пески. Афганистан – страна, десятилетиями раздираемая войной, живущая под санкциями и в полной изоляции. Кажется, о каких мегапроектах может идти речь? Но прямо сейчас там работают 6 тысяч строителей. Они роют Кош-Тепа – гигантский канал длиной почти 300 километров. Цель проекта стоимостью около $700 миллионов – превратить 550 тысяч гектаров мелкой пустыни в плодородные земли и прокормить нацию. Однако этот проект пугает соседей. Канал будет забирать от 20 до 30% стока реки Амударьи, от которой критически зависят Узбекистан и Туркменистан. Вода здесь превращается в мощный инструмент влияния и главную геополитическую валюту будущего. И это не все. Рядом с переполненной старой столицей власти начали строить новый Кабул – Кабул-Нью-Сити. Это полноценный мегаполис на 3 миллиона человек площадью 722 квадратных километра, в 1,5 раза больше старого города. И все это Афганистан строит сам, без международных кредитов, финансируя стройку налогами с добычи ресурсов. И, наконец, проект, который затмевает все, что построено на Земле. Строительство мегаполиса, парящего в вакууме на высоте 400 километров над нашими головами. Международная космическая станция. Это результат работы 16 стран, обошедшей более чем в $100 миллиардов. МКС – самое дорогое и сложное сооружение, когда-либо созданное человечеством. Махина весом свыше 420 тонн собиралась по кусочкам на орбите с 1998 года. Ее солнечные панели размером с футбольное поле обеспечивают энергией сложнейшие системы жизнеобеспечения. С ноября 2000 года станция ни на секунду не оставалась без людей. МКС делает полный оборот вокруг Земли каждые 90 минут, а это значит, что астронавты на борту встречают 16 рассветов и 16 закатов каждый день. От переселения целой столицы в джунгли до нефтяных островов во льдах, от гигантских туннелей под океаном до лаборатории, летящей среди звезд. Человечество постоянно доказывает, что пределов не существует. А какой из этих проектов впечатлил вас больше всего? И как вы думаете, сможет ли Афганистан достроить свой огромный канал? Пишите в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будущее уже здесь. Твоя подписка – это то, что мотивирует меня делать контент круче и чаще. Стань частью истории канала прямо сейчас. Подписывайся на канал, ставь лайк